Заклад, оружие, проститутки. Они должны были придумать криптовалюту. Хочу это немножко откатить. Я тебе обещал, и я сдержал обещание. Мы будем пить из тебя. Люся. Да, насчет моего бобика, что ты скажешь? Как? Всем привет! Это 14-й выпуск Гагарин Шоу. И с вами бессменные ведущие Глеб Ушаков. И Владимир Носов. Как вы смели догадаться. Сегодня, как всегда, будут самые актуальные новости мира криптовалют и финансов с задержкой в 2 недели. Потому что монтаж, все дела, сами понимаете, дело, как говорится, непростое. Ну что же, поехали! 14-й выпуск. Заставку. О, так прикольно. Последний раз у меня такое было в 10 классе на постановке «Мистер Осень». Ты можешь действовать по сценарию? Что ты как кусок тебя болтает по унитазу? Но его кружит, а не болтает. Вокруг меня весь мир кружит. Нет. Вокруг тебя весь мир кружит. Нет. Сегодня в белом танце кружимся. Наверное, мы с тобой подружимся. Кстати, да. Ну что же, перейдем к новостям. Американка пыталась за биткоины заказать убийство бывшего супруга. Жительницы Невады предъявили обвинение в заказе убийства своего бывшего мужа, которое так и не состоялось. За него семейная жизнь не состоялась, убийство не состоялось. Вот это, как говорится, разбитую чашку не склеишь. За него она заплатила мошенникам в Даркнете 12 биткоинов. Американка воспользовалась сайтом в Даркнете, на котором предлагались услуги наемных убийц. Наемныеубийцы.com. Лучшие убийцы Невады. И фотографии. Да. И короткий профиль такой, типа Джеймсон, 28 лет, не пьет, не курит. 4 звезды. 4 звезды, вероятно, а комментарий. Убил. Не, владение ножом 98 из 100. Топор 17 из 100. Ты помнишь, когда этот карантин начался, когда такое ощущение, когда типа стоит такая подруга, такая, помнишь, как выбор героя в Mortal Kombat, такая. Да, это очень круто. И вот так вот чуваки на этом сайте. Это классно был чел. Ключевая специализация лук. Так вот, американка воспользовалась сайтом в Даркнете, на котором предлагались услуги наемных убийц. Ресурс больше не существует и был мошенническим. Да ладно, оказывается, так. Я сам офигел. Никакие криминальные заказы не исполнялись, а средства заказчиков присваивались. Правоохранители США получили информацию об этом от зарубежного хакера, который добыл ее при помощи веб-скрейпинга сайта. Одна подала заявку другим, те соскамились, хакер взломал, понял, что там битков Чувак, уже нет. Нет. Есть просто настоящий сайт с наемными убийцами. Ты создал. Не, понял. И админы как бы, постоянно борются за то, чтобы вот это вот эти фейки, вот этих мошенников, которые выдают себя за наемных убийц, как бы, чтобы их наказывать. И он как бы листает такой, типа, пробивает в гугле, там такой, типа, наемные убийцы, смотрит, это нормальные пацаны, этих знаю. Это что такое новая какая-то заходит, так это мошенник. И сразу туда в органы. А сидел кто про этих знаю? Начальник госбезопасности США сидит так. Этих я знаю, так это. Давай не будем шутить про этих ребят. Про этих. Просто шутка, ребята. Я вырву ему язык, не переживайте. Просто шутка. И, короче говоря, и увидел, значит, что это и ребята мошенники, и на них. Залетный, так сказать. Мне вот интересно, а как работает формирование прейскуранта на убийство? То есть как? Мне кажется, что... Почему 12 биткоинов? 12 биткоинов. Потому что если будет круглое... Чертова дюжина? Нет, смотри. Если будет круглое число, это может показаться неправдивым. Было бы 10, она бы подумала, это точно мошенники. А вот 12, 12 это реальное число. Не, я думаю, что просто в этот момент биткоин стоил где-то порядка 8 тысяч, и типа 12 биткоинов это было $100 000. Вот чисто из-за этого было 12. Вот видишь, как масс-адопшн, а массоточку вынь да положь, пожалуйста. Не, а есть разница, скорее всего, да, в стоимости убийства, там, типа, разных чего. Например, там, садовника завалить одна стоимость.
Ребят, возьмите трубку кто-нибудь, пожалуйста. Это садовник звонит. Садовника один прайс, например. Менеджера среднего звена, мерчендайзера другой прайс. Ну там же, смотри, ты выбираешь кого, потом Регионального выбираешь чем. Опции. Опции. Набираешь, как комплектацию в BMW Да, пятерке. да. Такой, я взяла полный фул на мужа. Выстрелить из лука так, чтобы задеть только ухо, чтобы он наклонился в крови, случайно ему упал камень на голову, а потом жена садовника затащила его, значит, из кухни, затащила его в гараж, и там его ножом Доела? за Думал, нарезал, нашинковал. Ну какая-то Ну, такая. новость, конечно, хорошая на самом деле, потому что Все остались живы. все остались живы. А жительницу Невады, как ты думаешь, посадили за это или нет? Конечно, привет. А я думаю, нет. Так нет, тут же предъявили обвинение. Уже все. Так она кому-то отправила битки, те скоманулись. Так ей предъявили обвинение, алло. Она сядет, Я думаю, нет. потому что нечего бывших мужей долбить биткоинами своими. Ребята, Помните мы? не так давно в нашей прекрасной студии в гостях был Зевс. Какие люди! Это, по-моему, 8-й выпуск. Вот, и мы, собственно, объявили о том, что мы совместно запустим турнир по CSGO. И, собственно говоря, мы все это время занимались реализацией этого интереснейшего проекта. 18 октября стартует турнир. И, собственно, 2020-го. года, соответственно. Вот, поэтому обязательно найдите информацию об этом событии в Вот социальных тут. сетях. Гагарин Шоу, у Зевса, это будет пиариться везде. Поэтому вы, конечно же, не пропустите это событие. А главный приз? Победа какой-то команды. Да, и сыграть с командой Нави. Нави. Натус Винсера, хорошо, скажу так. Да. Да. Приедет состав Нави 2010 года, именно те Нави, которые уничтожали весь мир много раз подряд. Жителя Узбекистана задержали за попытку продать 20 биткоинов. Задержанный собирался продать биткоины по цене 10 463 доллара за монету. С учетом 7% комиссии сделка оценивалась в 224 тысячи долларов. Продавцу предъявили обвинения по статьям 177 «Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей». Статья 177 «Завышенная процентная комиссия». Занятие деятельностью без лицензии. УК Узбекистана. Жителям страны запрещено покупать криптовалюты. Через биржи они могут только осуществлять сделки по продаже. Покупать нельзя, продавать только можно. Использование криптовалют в качестве средства платежа или приема оплаты на территории страны также запрещено. Не, на самом деле это, конечно... А где же их брать? Так, чтобы Ну вот только прикинь, продавать. человек, то есть их добыл. и- Слышишь, а может их можно покупать где-то в другом месте, а продавать только на биржах? Скорее всего же так. А ты знаешь, кстати, какие-то узбекистанские биржи? Популярные. Узбекский. Вот точно, узбекские. Узбекистанские. Тады не узбекистанские. Блин, реально, конечно, ну, мне, честно говоря, не очень приятно, что вот так вот жестко жителям Узбекистана как Тем бы более, я думаю, что... взяли и всю масть зарубили. Продавать нельзя, передавать нельзя, ничего нельзя, и как бы... И я еще думаю, что для А Узбекистана... как же технологический прогресс? Можно я хоть раз предложение закончу, когда я начал его говорить? Давай. Мы, кстати, в прошлый раз обещали друг другу не перебивать. Нет, это я тебе обещал, и я сдержал обещание. Я тоже сдержал обещание. Да. Посмотрите прошлый выпуск, ребят, я ни разу его там не перебил. Потому что ты говоришь... Кроме когда он откровенную какую-то несет, просто именно я же сижу, уже не знаю, куда мне деться, только в этом случае. А вот во всех нормальных ситуациях я ни разу не перебил. Хорошо. Все? Да, я высказался. Виталик Бутерин, кто не знает, это создатель блокчейна Ethereum, против Google и за новые решения, как сообщает happycoin.club. Google всегда был централизованным, и это не нравится создателю Ethereum Виталику Бутерину. Он сообщает:
Google идет дальше в направлении обязательных платежей, чем в приложениях Apple. Нам нужно больше конкуренции в магазинах приложений и, безусловно, в операционных системах мобильных телефонов. И нужно это сейчас. Виталик считает, что необходимо создавать платформы с открытым исходным кодом для загрузки и скачивания приложений на базе Android. Либо можно пойти по пути, который предлагает биткоин-разработчик Уди Вертхаймер, приводя в пример ситуацию с онлайн-игрой Fortnite, исключенной из Google Play и App Store. Ну вот Виталик, конечно, это просто соловей децентрализации. Вот он, Да, красавчик. он красавчик. Я как бы даже, знаешь, хотелось пошутить что-нибудь, но даже не буду. Ну давай объясним тогда, что имеет в виду Виталик Бутерин. Виталик Бутерин имеет, значит, сказать, что, ребята, антимонопольный комитет по вам уже там горькими слезами, значит, плачет. Да, то есть получается вся криптовалюта и в частности Ethereum максимально уходят от того, чтобы было понятно, что, чье и как. А Google пытается собрать максимально данных с людей. Вот сейчас после вот этого Открыть. твоего комментария напишут, что мы не понимаем в криптовалюте. Давай, прокомментируй ты. Я тебе сразу сказал, я не хочу комментировать, Виталик молодец. Нет, надо просто сказать, что Google требует всегда данные, криптовалюта не требует данные. Так здесь не про данные. Ты как бы на слух не воспринимаешь, прочитай про себя. Ты когда ж платишь, ты ж... Цитирую для тебя. Давай. Google идет дальше в направлении обязательных платежей, чем в приложениях Apple. Вот, Нам нужно больше конкуренции в магазинах приложений. да. То есть, ты понимаешь, они просто обдирают, как липко, разработчиков. Правильно, надо платить в Этериуме. Будет все проще. Ну, ты же понимаешь, что мысль, которую но в новости, и то, что ты начал говорить, как бы немножко разные вещи. Здесь не про децентрализацию, а про то, что Google уже за буйки заплыл настолько, что уже пора бы как бы и честь знать, понимаешь? Вот о чем речь. И не только Google, А кто еще? другие корпорации. Это я добавляю от себя, что и не только Google. Понял. Личное И мнение. не только Google, точка. Все. Мое мнение, как я считаю. Как считают эксперты. На самом деле, да. И даже вот на самом деле мы сталкиваемся с тем, что очень сложно все стало. И даже и в Play Market сложно, и в App Store сложно стало, и какие-то постоянные, значит, и саппорт не работает у них, и загрузить приложуху какую-то проблематично стало. Короче говоря, закручивают гайки ребята по полной. Вы еще будете вспоминать и плакать тот свободный интернет, который был. При нас. В 90-е все было гораздо лучше. Ну, хотя бы 5 лет назад. Ну да. Но реально все было сильно проще. А сейчас посмотри, вот новости читаешь, постоянно чувак написал комментарий какой-то нелестный про какого-то политика. Все, статья. Приехали, арестовали. Арестовали. Вот женщина просто хотела заказать убийство своего мужа. Ну что тут необычного? Все, Спросите вы. статья. А она же заплатила даже. Токены можно коллекционировать, продавать, а также использовать для участия в виртуальных турнирах с призами в криптовалюте. На самом деле очень крутая тема, потому что когда мы ходили в школу... Ксюша! Привет. Ладно, Ксюша, я тут это... Здрасте. Здрасте. Так вот, мы когда в школу ходили... Так, не вариант, извините, ребята. Это вам. Ой, спасибо. А тебе не... Наконец-таки справедливость восторжествовала. А что со мной не вариант? Спасибо. Я не вариант. Я в целом не вариант. Да. Типа женатик не вариант, все. Унесла пиво обратно. Так ты тоже, подожди. Так, Ксюша, он тоже не вариант. Или подмосковные вечера говорят о другом. Вторая девушка заходит, ее анализируют. Инстаграм, как бы, это же есть все. То есть свои увлечения, как бы, фотографироваться возле чужих машин, жрать... И тебе все же принесли. Ну, конечно. Спасибо, Ксюша. Пожалуйста. Ну давай, Глеб. А вы, если что, транквилизатор есть, то сейчас как понесет коня в пляс. Ну, короче, и да, и, собственно, ну, то есть в интернете... Впервые холодненькая. А у меня тепленькая.
Новая игра повышает узнаваемость биткоина. Игра Bitcoin Awareness Game. Механика игры предполагает покупку и печать наклеек и их распространение в общественных местах по всему миру. Ее цель – распространение информации о криптовалюте и повышение уровня узнаваемости на глобальном уровне. Круто. Игроки также могут получать в подарок наименьшие единицы биткоина Сатоши через специальный сайт Microlancer.io, либо через телеграм-канал BTC Street Art. Создатель игры объяснил причину, по которой он ее придумал. Даже читать не буду. Я, такой сидел в метро и подумал, слишком мало наклеено вокруг. Что ж еще сюда ячить? Наклейки с биткоином. Точно. А чем больше будет наклейка, тем больше вознаграждения. Рулоны с обоями вот так вот. Зашел в вагон, раскатал, все, метиланом намазал. Не, ну круто, идея-то крутая. Так вот, а что, значит, на этот счет говорит создатель этой интереснейшей игры? Многие люди не слышали о биткоине. Что еще хуже, они и не услышат, потому что вы клеите наклейки, а не граммофоны. Что еще хуже, что услышавшие о нем становятся носителями заблуждений типа «биткоин мертв». Это денежный инструмент для преступников, он никогда не будет работать. Давайте подумаем. Наклейка со значком «биткоин» в метро скажет нам о том, что биткоин жив, и это денежный инструмент не для преступников? Ну его же кто-то наклеил. Какие-то хорошие ребята, по всей видимости. Естественно. Кто ездит в метро? Убийцы ездят в метро? Нет. У них много денег. Да. Они летают на У них самолетах. 12 биткоинов как минимум. Как минимум. Это из невадские вот эти шпионы. Невадские не убийцы. Слушай, это я, кстати, хочу это немножко откатить. После истории с Амстердамом я не знаю, как реагировать на это. Почему мошенники решили разместить вот эти объявления именно об убийстве людей? Ну а что, зверей, китов, Не, ну есть же более безопасные способы. например? Все, отдуплился. Там просто, скорее всего, ниши все заняты уже жестко. То есть там типа закладки, вот это все, оружие, проститутки, печень, легкие по частям, все уже, ну, очень большое. И они как бы сели, совещание C-левела мошенников, которые будут разрабатывать, значит, новый сайт. Вот, и говорят, ребята, в чем боль рынка? Где мы можем нашим маленьким стартапам ворваться и возыметь некоторый успех? Вот, и как бы в ходе дискуссии пришли к тому, что как бы самая незанятая ниша – это наемные убийцы. Они промониторили, там всего лишь в Гугле 2 сайта было. Так это же Даркнет. Он говорит, мы сейчас 3-й лупанем, и у нас выдача в органике сразу на 3-й позиции. Не нужен никакой AdWords. Это ты вернулся к той новости, да? Да, случайно. Но меня она зацепила. Тронула меня. Потому что кто-то продал все же листинг за 12 биткоинов. Да. Ну просто ты понимаешь, что это обидно, как бы ты столько сидишь, выдумываешь какие-то, снимаешь до ночи какие-то передачи, людей, вот это все, значит, оборудование, Да, это все, да. значит, делаешь. Вот, и ни копеечки тебе не падает за рекламу, ребята, кстати, кто, значит, хочет, чтобы на этих чашках было написано не Вова, а, например, Люся. сайт для убийства людей. Кстати, то я буду вот так вот сидеть с ней. Или вот так. Где вот Люся. Мы будем пить из тебя. Глава, соучредитель, значит, компании BitMEX и одноименной биржи BitMEX был сегодня в штате Массачусетс арестован, схвачен под белые рученьки. И еще 3 его кента, в том числе наш любимый драгоценный Артур Хейс, фотку с ним я выложу здесь обязательно. Значит, тоже его ждет арест, и еще 2 их кентафуриков тоже ждут аресты. Вот. А все знаете почему? Потому что Потому что это биржа. Потому что биржа, которая зарегистрирована в офшоре, которая декларирует, что она не работает с гражданами США, открыла офис в США на Манхэттене и на все запросы отвечала, что они там занимаются маркетингом. А ты знаешь... Я вообще не знаю, как они с этим раскладом пропетляли. Там знаешь, его спрашивают, говорят, слушай, ну вот я все понимаю, ну как ты открыл офис, ну, на Манхэттене?
Он говорит, ну я ж на Манхэттене открыл, а не в США. А он им включает песню «Она хотела бы жить на Манхэттене». Она хотела бы жить на Манхэттене. Все беды из-за женщин. Нет, потому что это, он говорит, я думал, что это русский квартал. Ну реально, Манхэттен. Он с ней сидит в офшоре, как бы, который не выдает из страны. И говорит, смотри, у нас многомиллиардный бизнес, у нас все хорошо. Сейчас Бали, потом Чили. А Катя сидит и говорит, Замани. а можно мне на Манхэттен, можно мне на А Манхэттен? я хочу на Манхэттен. Мне вот это все не нравится. Откуда ты узнала этот Манхэттен вообще? Я хочу на А Манхэттен. я песню Я хочу слышал. на Манхэттен. А она русская, потому что. Потому что русская. Русская. Катя звали. Катя. Говорит, я хочу на Манхэттен. Говорит, ну ты понимаешь, как бы, ну это чревато тем, что, ну как бы меня посадят. Значит, ты меня не любишь. Он говорит, ну блин, там у меня в США, мне в США нельзя. Ну Манхэттен же это не США. Ну придумай что-нибудь. Открой какую-нибудь другую компанию. И чувак в натуре думает, ладно, ситуация безвыходная, открою маркетинг. Катя-то она одна, да, и все. Планету-то. У него состояние 3 миллиарда долларов, и больше ни одной Кати нет. И говорит, ладно. И в натуре пошел открывать маркетинговую компанию. На Манхэттене. На Манхэттене. А ФБР за ним наблюдает, думает, ты что ли? Нет, они за ним наблюдают. Чувак, учредитель офшорной компании, значит, биржа, все, открыл маркетинговую компанию. И ходят же, наблюдают, уже жучки везде. А он в натуре открыл маркетинговую компанию. Приходит домой, а ему это Катя говорит, как дела на работе? Он говорит, сегодня взяли 2 сотрудников. Имейл-маркетолога и, значит, копирайтера. Шифр какая-то, такого не может быть. Так берем уже все, они здесь. Не-не-не, подождите, он не может быть. Он должен так просто. сказать ключевую фразу. Он не- Кэш, обнал, значит, бомбить, значит, вывели, завели, какие-то цифры. А он каждый день приходит и говорит, ну что сегодня нового? Вот это, знаешь, отрисовали 3 баннера хороших. Неужели сидят теплые, уже слежка идет, уже сотрудники звонят, вот, Не. говорят, ребята, походу в натуре маркетинг. Ты не понял, уже 24 прослушивальщика поменяли, потому что не сходят с ума. Они такого шифра не слышали никогда. Они уже говорят, что происходит. Говорят, ну на ты послушай. А знаешь, за что понял? приняли? Они поехали в штат Массачусетс, значит. Просто набухались. Там зашли в магазин, а Катя как бы, ну, она же не очень, как бы, ну, такая чуть недалекая. Вот. Она в магазине, они рассчитываются в магазине, уже стоят на кассе, а она всего набрала пакетище уже столько, что она никогда в жизни это не переносит. Даже все ее подружки не переносят. Остается пакетище, а он рассчитывается карточкой. А на карточке бабок не хватает. И она ему говорит, ну, у тебя ж есть вот эти твои биткоины. Бетховены. И тут врывается спецназ, окна вылетают, хватают пацана под белые ручки. Ну и все, и все пошли по цепочке, потому что они соучредители, как бы, и все. И она такая, и что, никто не оплатит мои покупки? В сети биткоина осталось менее 2,5 миллионов недобытых монет. Как вы знаете, всего их будет добыто 21 миллион. Количество добытых биткоинов перевалило за отметку в 18,5 миллионов единиц. Доступными к добыче остается менее 2,5 миллионов монет, или чуть менее 12% от общей эмиссии. Половину из оставшихся биткоинов майнеры найдут в следующие 4 года. Что это значит? Что ввиду того, что монет осталось немного, есть еще большое количество монет, которые утеряны, то можно предположить, что в следующие 4 года дефицит на биткоины должен возрасти. Вот, соответственно, и спрос повысится. По идее, должен начаться ажиотаж, все должны захотеть купить биткоин. Он, по идее, будет дорожать. Вот. Но это в случае того, что если еще будет доллар на планете. Почему? Ну, не будет доллара, не будет за что покупать биткоин. Между остатком недобытых биткоинов 3,5 миллиона и 2,5 миллиона. Ну так, чисто принципиально, я имею в виду. Есть на 1 миллион. Я понял, я же тебе не сказал с точки зрения твоей идеальной математических вычислений твоих, а с точки зрения принципиальности. Конечно, их осталось меньше. Ну, ты сидишь дома такой, осталось 3,5 миллиона биткоинов. Ты такой сидишь, вообще не чухаешься, такой, тут выходит ТСН, и ведущая такая,
И сегодня экстренное включение. Осталось всего 2,5 миллиона биткоинов. И все, тебя срывает именно жена тебя. Ты куда, Глеб? В трусах, в дырявых. Ты такой, осталось 2,5 миллиона. Ебал, да? Так Добывать. что? Ну так? Ну, примерно, да, конечно. А, все, тогда понял. Тем более, Тогда это новость для тебя. тем более в следующие 4 года найдут еще половину. А это они, это вот этот вот трагизм ситуации они усугубили, понял? То есть, Половина, соответственно, останется лям 250. Тихо. Половина из оставшихся биткоинов майнеры найдут в следующие 4 года. У меня ногу судорога. Вот, я а не еще могу каждые прокомментировать. 4 года награда за добытый блок сокращается в 2 раза. Вот, и, видимо, они еще об этом хотели сказать, но не сказали почему-то. Так ты Форклог ж объясни, что такое награда за добытый блок. Смотрите, как только появился биткоин, награда за добытый блок была 50 биткоинов. Через 4 года Что ты говоришь голосом дебила какого-то? Ну, это тебе так показалось. Какое-то простоквашино началось. Награда за добытый блок была 50 биткоинов. Так, давай, ты говори, потому что надоело уже так, конечно. Налоговая Новой Зеландии обязала криптокомпании сообщать об активах клиентов. Новозеландские козы. Я знаю. Новозеландская форель. Ягнянка. Тебе ж коры ягнянка А предлагают. есть еще новозеландские компании. Новозеландские компании связаны... А ты, кстати, знаешь, что они одни из самых... Видишь, я даже сам себя перебиваю. Что ты обижаешься? А ты знаешь, что в Новой Зеландии... Новая Зеландия является одной из... Похожих стран на сапог, я знаю. Не, это да, они являются одной из стран с самым высоким ИЧР. Знаешь, что такое ИЧР? Индекс человеческого развития. Ну, Они там вообще в топе. И вообще они там типа счастливы. Они там все как в доме 2 ходят. это понятно, что они живут, у них офигенная погода 24 на 7 на 360. Покупаешь хлеб такой, тебе говорят, батон, дают тебе там $2, ты даешь $2 на. И мы счастливы, берете за руки и... Все, и ты выходишь из магазина, а на следующем покупателя, значит. Да. Что вы Так и будете? что, у них все в порядке там? У них в полном порядке. Было до того момента, пока не вышла эта новость. Так. Новозеландские компании, связанные с криптовалютами, будут передавать в налоговое управление страны ИРД. Вот видишь, есть ИЧР, а есть еще как бы ИРД. Данные о клиентах и их активах. В ИРД объяснили, что информация о типах криптовалют и суммах транзакций нужна для лучшего понимания активности в отрасли. Вот оно что. Вот оно что. Не для того, чтобы их на присадить немножечко, а просто для того, чтобы понять, насколько все хорошо. Да. Кстати, я на самом деле не сомневаюсь, что именно в Новой Зеландии, вот любую другую страну прочитал бы, подумал бы, это лукавство. Но в Новой Зеландии это, наверное, так и есть. Ну насколько же вы счастливы? Насколько вы счастливы? А мы счастливы за вас. А ты понимаешь, они просто вот собрали предпринимателей, значит, из отрасли и говорят, ребяточки, ну... У кого сколько криптушечки? Сколько у вас клиентиков? Сколько у клиентиков криптушечки? Какой криптушечки? Сколько транзашечек происходит? Они говорят, ой, мы обязательно вам все расскажем, только вы дайте нам повод, скажите, для чего? Они говорят, ну, господи, ну что вы не понимаете в самом-то деле? Мы это делаем для вас, чтобы у вас все было хорошо, чтобы, может быть, где-то на эфире подзависла транзакция, мы взяли, нет-нет, да и помогли Да протолкнуть протолкнули. чуть-чуточку. Ну, конечно. Протолкнули, ускорили. А вдруг у вас что-то не получается, оборудование для майнинга, мало или... Кошелечек вы, может, не можете Кошелечек установить. может. Ну вот какая-то вот, если такая ситуация. Они говорят, ну конечно, ну тогда мы будем с удовольствием, конечно же, вам все передавать. И что там SEO? Но тут Так, в конце зала, значит, на этом собеседовании... Сидит старец. Не-не-не, сидит такой, понял, над ним даже, над всеми солнышко, понял, птички такие... Понял, а он в конце зала такой сидит, понял, как этот, тот, кого нельзя называть. И вот в новости про него пишут, знаешь как? Однако многие компании стали обеспокоены таким решением. Многие это один этот сидит. А всего-то компании 4. А как бы 20% возмущены. Это многие. И теперь даже нам расскажут, кто это. SEO Easy Crypto Джанин Грейнджер заявила, это еще и она,
В виде матча. Ребята, у меня была такая ситуация с преподавательницей по украинскому языку. У нее просто, когда не было любви по вечерам с супругом, она тоже приходила на уроки. И садилась на последнюю парту. Вообще не в духе, была против всего вообще, что происходит в кабинете. Это просто надо Джанин немножечко, если вы понимаете. Вот. Многие думают, она говорит еще таким голосом, знаешь, когда это вот с женщиной происходит, она такая, знаешь, многие думают, что им нечего скрывать и не стоит беспокоиться. Тем не менее, смысл приватности не в этом, чтобы помочь людям, желающим что-то спрятать, а в формировании равноправного, открытого и свободного общества. Между прочим. И все, и разорвала их там всех. Слушай, но я на самом-то деле хочу тебе сказать, что я думаю, что налоговая Новой Зеландии – это самая миролюбивая налоговая, которая, наверное, может существовать на свете. Кстати, у Валеры... Валера, настало твое время. Его друг работает бухгалтером в Новой Зеландии. Ну? Можно узнать у Валеры. Так ты на них смотришь, они все счастливы. И Валера в том числе. Ты когда он несчастлив, он звонит бухгалтеру. Да. Это у тебя все хорошо. Не, Валера и звонит, просто такой, понял, как бы он был в нашей налоговой, понял? Звонит, говорит, алло, как ты там? Она говорит, да нормально, все прекрасно, солнышко, ты знаешь, только что такой песни слышала, такой кайф вообще, до сих пор дрожь по телу. Говорит, а ты как? Я только что был в налоговой. Так это же счастье! Класс, ну как там, как ребята, как у вас там все? Он говорит, ты больная? Ты скажи мне, ты больная? Кому я звоню? Хелен налоговая. Да, конечно. Я думаю, что у нас, конечно, меньше счастья, когда туда вызывают. Не, на самом деле, да, в Новой Зеландии даже сложно Ты представить. был хоть раз в налоговой на допросе? В Новой Зеландии, я думал, ты спросишь. Не был. В Новую Зеландию на рыбалку, кстати, рекомендуют пацанами ездить. Я думаю, что пацанами можно не так далеко лететь на рыбалку. Там, знаешь, такие проститутки. А пойдем! Денег не надо. Не надо. Ты что, дурак, что ли, предлагать мне бабки? Ребяточки, и, пожалуйста, вместо того, чтобы в комментариях своими, значит, недалекими идеями, пишите, пожалуйста, лучше, что вас интересует, мы будем адаптироваться, вот, и, соответственно, давать наилучший контент с точки зрения того, значит, где хранить, где купить, кому продать, кого завалить и прочие, значит, всякие вот эти вещи. Вы лучше об этом спрашивайте, мы будем адаптировать наш контент и будем становиться лучше, будем жить дружнее, у нас будет больше от вас, значит, лайков, колокольчиков, подписочек, вот, и хороших комментариев. Да, можете написать действительно, что вы хотите узнать, а то пишите «все плохо», такое не годится. Глеб, тебе напишут, сколько у тебя, Глеб, член. И что, ты скажешь людям правду? Я скажу, это не измеряется в криптовалюте. Зову Ксюшу для конца. Ксюшка! Что такое? Мы справились. Справились? Да. Можно, пожалуйста? Прекрасно. Спасибо, Ксения. Пожалуйста. Спасибо большое. Если не хотите ставить колокольчики и лайки Стоят нам, девчонки. ставьте Ксении. И, может быть, в следующем выпуске Ксюша разденется. Как вы знаете, оркестр и капитан покидают судно последними. Именно поэтому наше шоу будет продолжаться до тех пор, пока последний приветливый комментарий не покинет, значит, страницу с нашей YouTube телепередачей. Ребята, спасибо вам за то, что вы с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик. Не забывайте о нас. 14-й выпуск дан. И, собственно говоря, по традиции не меняем коней на переправе. Прекрасные, веселые ребята. Бо и Бро. Поехали. Пай, па, па, парай, па, па, парай, па, па, парай. Пай, па, па, парай, па, па, парай, па, па, парай. Я сама тепер огортаюсь у таємних
що не скажу. Не скажу, бо тобі це не треба. Ти не знаєш мене, ти не знаєш, хто я. Ти піди і запитай, чи у тебе, чи потрібна тобі ця брехня. Ти брехав, як кава від мене тікав, де вештався, де ти блукав. Хапаєш мене за рукав та благаєш не йти. Я брехала, як кава від тебе тікала, де вешталась, де я блукала. Хапала себе за рукав та робила, як ти, та вже пізно. Пай, па-па-парай, па-па-парай, па-па-парай. Пай, па-па-парай, па-па-парай, па-па-парай. Ти брехав, і я брехала, іншого, на жаль, не знала, як уміла, так кохала. Ти брехав, і я брехала, іншого, на жаль, не знала, як уміла, так кохала. Ти брехав, як правда від мене тікав, де вештався, де ти блукав. Хапаєш мене за рукав та благаєш не йти. Я брехала, як кава від тебе тікала, де вешталась, де я блукала. Хапала себе за рукав та робила, як ти, та вже пізно. Пай, па-па-парай, па-па-парай, па-па-парай. Пай, па-па-парай, па-па-парай, па-па-парай. Па-па-па-парай, па-па-парай.